Чтобы понять, что происходит в эксперименте Юнга, но это тот самый знаменитый квантовый эксперимент с двумя щелями и единичными фотонами, но сначала надо принять тот факт, что все в мире является волнами. Но иногда это поведение волн на 100% копирует поведение частиц, корпускул. Все в мире, вы, я, фотон, электрон и даже ваш диван, все это имеет волновую природу. Хорошо, когда мы приняли данный факт, я попытаюсь вам объяснить, что происходит в эксперименте Юнга. Итак, фотон – это волна. Представьте поплавок на воде, который постоянно колебается вверх и вниз, и тем самым создает волны на поверхности водоема. Теперь давайте уберем поплавок, а колебания, которые он создавал, оставим. Эти волны – это волны вероятности нахождения фотона в том или ином месте в электромагнитном поле. Эти волны – это по сути и есть фотон, только колебается не поверхность водоема, а электромагнитное поле в четырехмерном пространстве времени. Смотрите, там где пики амплитуды волны больше всего, там вероятность обнаружить фотон больше всего, хотя фотон находится и тут, и немного тут, и вот тут тоже, но с разной степенью доли вероятности. Если мы возьмем пакет волн с данной волновой характеристикой, фотон может находиться с большей вероятностью там, где амплитуда волны больше всего, а таких мест может быть много. То есть все эти пики амплитуды волн – это местонахождение одного и того же фотона в многих местах одновременно. Другими словами, фотон находится в суперпозиции. Что же происходит, когда такой фотон, то бишь волна, пролетает через две щели? Волна, то бишь фотон, проходит сразу через две щели, создавая два новых гребня волн. Это происходит из-за того, что вероятность того, что фотон пролетает через первую щель, равна вероятности того, что фотон пролетит через вторую щель. То есть фотон находится в суперпозиции, и поэтому он пролетает и через первую щель, и через вторую щель одновременно и равновероятно, поскольку он существует сразу в нескольких местах одновременно. А поскольку фотон в суперпозиции это все еще волна, создаются два новых фронта волн, которые впоследствии интерферируют между собой и создают несколько полос на проекционном экране. И в этом нет ничего необычного, ибо это волны статистических вероятностей, и после интерференции будет именно такое распределение фотонов на проекционном экране. Но самое интересное происходит, когда мы переходим к второй части эксперимента, и будем опять же через те самые две щели пропускать единичные фотоны. Только в этот раз будем фиксировать, через какую именно щель пролетает фотон. И когда мы проведем эксперимент повторно, увидим, что на проекционном экране будет только две полосы, и никакой интерферационной картины не будет. Что же произошло? Мы фактом наблюдения изменили реальность и превратили волны в частицы? Все дело в неопределенности Гейзенберга. Дело в том, что импульс и координаты частицы – это два антикоммутирующих оператора. Это значит, чем точнее мы знаем одно значение, тем размытее другое. И наоборот. Это касается не только импульса и координат, это касается любых антикоммутирующих операторов в пространстве Гильберта. Чтобы зафиксировать, через какую именно щель пролетает фотон, нам нужно узнать точное местоположение частицы, а для этого нам нужно так или иначе взаимодействовать с фотоном. Для этого нам нужно складывать синусоидальные волны с разным импульсом, а значит с разными длинами волн. Тогда у нас получится волновой пакет, и теперь вероятность обнаружить фотон в каком-то конкретном месте будет расти с добавлением все новых и новых импульсов. А вот информация про импульс частицы, то есть куда и как летела частица, становится все более и более размытой, и в какой-то момент мы будем ее вовсе полностью терять. То есть при наблюдении происходит некий коллапс волновой функции, то есть исчезает суперпозиция фотона. До фиксации фотон пролетал равновероятно сразу через две щели и нес с собой эту информацию, что я такой-то фотон с 9 Б класса пролетел через две щели одновременно. Но после фиксации мы приобретаем информацию про точное местоположение фотона, то есть информацию, через какую именно щель пролетает фотон. Но вместе с тем теряем информацию про импульс, то есть про то, куда и как именно летел фотон. То есть фотон как бы возвращается в прошлое и обнаруживает, что у него склероз, и он пролетает только через одну из щелей. Мы буквально уничтожаем суперпозицию во времени. Самим фактом наблюдения мы меняем мировую линию фотона. На самом деле фотон все еще волна, вернее волновой пакет, а суперпозиция фотона все еще осталась, только теперь суперпозиция стянулась практически в одну точку. Поэтому после того, как мы провели наблюдение, мы фактом наблюдения заставили поплавок очень сильно колебаться в одной точке. То есть мы увеличили вероятность локализации фотона в определенной точке пространства и времени и практически убрали все волны вероятности появиться фотон в любом другом месте. Ибо эти волны как резинка стянулись и колебаются практически в одной точке. Поэтому после наблюдения мы воспринимаем фотон как частицу и видим две полосы на проекционном экране. Хотя на самом деле это все еще волна, но очень короткая. Просто суперпозиция фотона стягивается в очень маленькую область пространства времени, практически в одну точку, поэтому мы воспринимаем эту волну как частицу, хотя на самом деле это волновой пакет с определенным пиком амплитуды волны в том или ином месте под названием позиция частицы. Подобным образом ведут себя не только фотоны, а вообще все в мире. Это доказывает модифицированный эксперимент Юнга, где вместо фотона выстреливали единичными молекулами фурилена С60, которые имеют довольно большую массу. Эксперимент дал все те же результаты, что с единичными фотонами, а это может говорить лишь об одном, что все в мире имеет корпускулярно-волновые свойства.